Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Софии. Многие из вас стоят перед выбором: спокойная жизнь у моря или возможности столицы. Что лучше? В этом видео мы взвесим все за и против жизни в большом городе. Честно, без прикрас, чтобы вы поняли, подходит ли этот город именно вам. Мы коснемся и темы недвижимости, что почем, продажи квартир в Софии. Вы готовы? Да, поехали! София – это город, который ломает стереотипы о тесных столицах. На гербе города написано «растет, но не стареет». И это действительно так. Город постоянно расширяется, притягивая молодежь и бизнес, но при этом сохраняет удивительный простор. Здесь нет такого давления бетона, от которого устаешь в мегаполисах. София – первый город по населению в Болгарии. По состоянию на декабрь 2025 года оно составляет примерно 1,28 миллиона человек. Это делает Софию крупнейшим городом Болгарии и одним из 13 крупнейших в Евросоюзе. София находится в топ-10 самых просторных столиц Европы. Плотность здесь в 8 раз ниже, чем в Париже, и в 3 раза ниже, чем в Бухаресте. Для жителя это означает больше зелени на душу населения, меньше ощущения муравейника и меньше стресса от скучности. Транспорт, метро – разрушитель мифов и цены. Многие до сих пор думают, что София – это совок и разруха, но спуститесь под землю, и этот миф рухнет. Софийское метро – это настоящий разрыв шаблона. Давайте честно, кто был в Париже или Нью-Йорке, тот знает, что такое метро. Это грязь, запах крысы, бегающей по путям, и постоянное чувство тревоги. В некоторых районах Нью-Йорка спускаться в подземку просто опасно, а в Лондоне в час пик вас могут просто раздавить. Здесь все наоборот. София вошла в рейтинг городов с лучшим метро, заняв почетное второе место сразу после Осло. Индекс удовлетворенности пассажиров 7,64 из 10. Оно чистое, безопасное и технологичное. На новых станциях третьей линии установлены специальные автоматические двери, которые защищают от случайного падения на рельсы. Такой уровень безопасности и комфорта вы встретите разве что в Дубае, но никак не в большинстве старых европейских столиц. Везде, где мы были, 0% агрессии. Никаких бомжей, никаких подозрительных личностей. Люди ведут себя тихо и прилично. На станциях идеальная чистота. Над путями висят телевизоры с рекламой. Все объявления дублируются на английском языке и на табло, и голосом. Заблудиться невозможно. Кстати, обратите внимание на электронное табло на перронах. Там всегда четко показано, какой поезд придет, куда он едет и сколько минут осталось до прибытия. Все предсказуемо и удобно. А вот станция Сердика. Вы только посмотрите, прямо внутри станции сохранены настоящие развалины крепостных стен древнего города. Вы просто спускаетесь в метро и попадаете в бесплатный музей античности. Это уникальное сочетание истории и современных технологий, которое редко где встретишь. Отдельно про оплату. Система очень умная и справедливая. Вам не нужно покупать билетики. Просто прикладывайте свою банковскую карту или телефон к турникету, и двери открываются. Деньги списываются не сразу, а на следующий день. И вот полезный инсайт. Вам не нужно ничего делать специально. Система сама считает ваши поездки. Если вы проехали больше 2 раз, оно автоматически переключает вас на дневной тариф 2 евро. И больше этой суммы за день с вас не спишут, хоть вы 100 раз поедете. Но обмануть систему не выйдет. Мы проверили. По одной карте двоим пройти нельзя. Турникет просто не пустит второго человека, пока первый не выйдет из метро. Можно, конечно, оплатить и наличными, или по старинке в кассе. Название этой станции – Европейский Союз. И это не просто слова. София активно интегрируется в Европу чисто, безопасно, символично. И еще один момент, который меня приятно удивил. На одной станции пассажир немного замешкался, двери уже закрылись. Но машинист увидел это по камере и снова открыл их. Персонально для одного человека. Где еще в миллионном городе вы встретите такую заботу? Давайте быстро пробежимся по ценам. Все пересчитано в евро. Цена одной поездки 82 евроцента. Дневной лимит максимум 2 евро. Именной проездной на месяц 19 евро. Единый на все 26 евро. В Германии за эти деньги вы купите только 1-2 поездки, а здесь за эти деньги безлимит на весь день. Это уровень комфорта 21 века по ценам, которых в Западной Европе уже давно нет. Автомобилистам агрессия и дефицит. Теперь ложка дегтя для водителей, и она большая. Если вы привыкли к расслабленному вождению в Варне или Бургасе, то София добавит вам адреналина. Манера вождения здесь намного агрессивнее и опаснее. Статистика говорит сама за себя.
себя. Агрессивное вождение и несоблюдение дистанции – частая причина мелких ДТП в Софии. Именно поэтому на дорогах так много машин с вмятинами и царапинами. Будьте готовы к тому, что стиль вождения здесь далек от спокойного варнинского. Кроме того, автопарк в Болгарии довольно старый. По статистике, средний возраст автомобилей около 20 лет. А новых машин всего 5-6%. Местные понимают, в мегаполисе машину легко могут поцарапать или притереть. Поэтому покупать дорогое новое авто здесь часто считается непрактичным. Вторая беда – это тотальный дефицит парковок. Он здесь ощущается острее, чем в любом другом городе Болгарии. Даже платные синяя и зеленая зоны всегда забиты под завязку. Найти место в центре в рабочий день – тот еще квест. Цены: синяя зона – 1 евро в час, максимум 2 часа. Зеленая – 50 евроцентов до 4 часов. Оплата через приложение Urbo или SMS. Мы нашли выход для гостей столицы на своем авто. Машину можно поставить на периферии в спальном районе, даже на бесплатной парковке у какого-нибудь магазина. Чем дальше от центра, тем больше мест. Главное, чтобы рядом была станция метро. Оставляйте машину и передвигайтесь безгранично по городу на метро. Благо, дневной билет стоит всего 2 евро. Местоположение и климат. София расположена на западе Болгарии и окружена 5 горами. Высота центра более 500 метров над уровнем моря, окраины до 800 метров. Административно город разделен на 24 района общины. Самый крупный – Люлин. Он настолько большой, что там есть свой собственный центр. Климат здесь влажный, континентальный. Самый теплый месяц – июль, плюс 21 градус в среднем. Но из-за высоты и открытости ветра здесь зимы суровее, чем на побережье. В самые холодные дни температура может опускаться до минус 15. Большие перепады. Утром может быть плюс 5, а днем плюс 26. Летом здесь прохладнее, чем в остальной стране, но зиму можно пережить. Жилье. Цены и скрытые расходы. А что с жильем? Давайте посмотрим на реальные примеры. Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 300 евро. За эту цену 300 евро в месяц мы нашли вот этот вариант в популярном районе Лозенец. Площадь всего 25 квадратных метров, но это Лозенец, где средняя цена аренды обычно около 500 евро. Двухкомнатные квартиры стартуют от 350 евро. За 358 евро мы нашли вот такой вариант в квартале Витоша. Это 50 квадратов. Партер. Первый этаж. Для сравнения, средняя цена здесь 700 евро. А вот Младость 4. 750 евро за 65 квадратов. Цена выше средней по району. 715 евро. Почему? Потому что в описании есть магическая фраза «близость до бизнес-парк». Мы специально сняли для вас этот район, даже несмотря на то, что добрались до сюда уже вечером. Бизнес-парк действительно выглядит современно и красиво. Это город в городе, и продавцы используют это как знак качества, чтобы поднять цену, даже если сам дом выглядит обычно. Покупка. Вот такую однокомнатную квартиру можно купить за 119 тысяч евро. Район Студентский град, 37 квадратных метров, 10 этаж из 15. Дом 2018 года. Средняя цена в этом районе 126 тысяч евро. А вот двухкомнатная за 160 тысяч 645 евро. Район Малиновая долина, 77 квадратов. Новый дом, 2024 года, акт 16. И снова в описании козырь. Близость до бизнес-парка. Конечно, можно найти дешевле, но это будут отдаленные кварталы и старые панельные дома советской постройки. Совет. Город большой, условия в районах очень разные. Не покупайте квартиру сразу, поживите сначала в аренде, почувствуйте район. И про скрытые расходы, о которых часто молчат. В Софии работает центральное отопление, топлификация. Зимой счета за отопление могут быть очень серьезными, иногда доходя до 100-150 евро за большую квартиру. Обязательно проверяйте этот пункт перед арендой, чтобы потом не удивляться. Экономика и работа. По последним данным, средняя зарплата в Софии составляет около 1730 евро. Для сравнения, в Варне 1200 евро, в Бургасе 835 евро. Чтобы не быть голословной, давайте посмотрим на реальный рынок. Вот сайт Jobs.pg, главный портал по поиску работы. Сегодня в Софии открыто более 11 тысяч вакансий, 11 666, если точно. Для сравнения, в Пловдиве 2400, в Варне меньше 2000, а в Бургасе всего около 1000. Разница колоссальная. Давайте посмотрим на конкретные цифры в евро, ведь скоро мы перейдем на эту валюту. Например, курьер может зарабатывать до 2500 евро на руки. Водитель категории С получает от 1100 евро чистыми. А если вы из сферы IT, то цифры совсем другие. Java-разработчик уровня Middle или Senior может рассчитывать на зарплату от 3000 до 6000 евро чистыми. Остальные вакансии вы сейчас видите на экране в таблице. Изучите. Это реальные предложения на сегодня. Или
Или просто пройдитесь по улицам. На каждой второй витрине висит объявление «Тырсим персонал». Работы здесь больше, чем у людей. Ситуация с безработицей феноменальная. Уровень всего 1,6-1,7%. Это фактически полная занятость. Для контраста, в Испании уровень безработицы держится около 11-12%, а в Греции около 9%. В некоторых южных регионах Европы молодежная безработица доходит до 25%. В Софии же, если у вас есть руки и голова, вы найдете работу за пару дней. Если кто-то жалуется, что не может найти работу, то, если копнуть глубже, проблема не в отсутствии вакансий, а в завышенных требованиях к зарплате. Работа есть, вопрос только в амбициях. Что это значит для вас? Первое. Свобода выбора. Это самый важный пункт для соискателя. Не вы бегаете за работой, а работа за вами. Вы можете выбирать условия, зарплату, график, близость к дому. Вам не нужно соглашаться на хоть что-то, чтобы выжить. Второе. Головная боль для бизнеса. Если вы планируете открывать свое дело, готовьтесь к жесткой реальности. Сотрудников найти можно, но зарплаты им придется платить максимальные по стране. Даже в сетевых магазинах вроде Lidl зарплата кассира в Софии будет существенно выше, чем в Русе или в Пловдиве. Третье. Дорогая аренда и конкуренция. Офисные и производственные площади здесь стоят дороже. Единственный плюс Софии для бизнеса – это самый большой рынок сбыта в стране. Но этот рынок уже поделен, и отхватить свой кусок пирога здесь невероятно сложная задача. Бюрократия и интернет для фрилансеров. Важный момент для тех, кто работает удаленно. В отличие от многих стран Азии или даже Европы, в Софии фантастический интернет. Оптоволокно заведено в каждый подъезд. Скорость 100, 300 и даже 1000 мегабит – это норма. А стоит домашний интернет копейки около 10-20 евро в месяц. Мобильный интернет 5G ловит по всему городу. А вот с банками все сложнее. Если в Азии открыть счет можно за пару часов, то в Болгарии иностранцу даже с ВНЖ открыть счет в банке становится все труднее. Проверки могут занимать недели. К этому нужно быть готовым заранее. Безопасность и медицина. Уровень преступности в Софии очень низкий для столицы. Около 12,5 зарегистрированных преступлений на 1000 человек. Возьмем для примера Париж, Брюссель или Берлин. Так вот, в Париже и Брюсселе уровень преступности выше, чем в Софии в 10 раз. Более 120-130 преступлений на 1000 человек. Даже в порядочном Берлине этот показатель зашкаливает за 139. Разница не в процентах и не в разы, а на порядок. В 10-11 раз безопаснее. Там, где в Париже или в Берлине вам может быть страшно зайти в метро вечером, в Софии это обычная жизнь. Здесь нет опасных гетто, куда полиция боится заезжать. Однако, будем честны, мелкие карманные кражи в туристических местах или транспорте случаются. Телефоны, как в Азии, из рук не выхватывают, но за кошельком в толпе лучше следить. А медицина? Многие ругают медицину Болгарии и, в частности, в Софии. А как обстоят дела на самом деле? По официальным данным, на конец 24-25 годов в Софии на одного врача приходится 173 человека. Это золотой стандарт. Это отличный показатель, который значительно лучше среднего по стране – 214 человек. Для сравнения, София – 173 человека на врача, Варна – 192, Бургас – 255 человек на врача. Почему эта цифра 173 так важна для вас? Во-первых, это доступность специалистов. В Софии сосредоточены национальные консультанты и профессора. Во-вторых, скорость приема. Вам не придется ждать приема у узкого специалиста месяцами, как в Лондоне или Канаде, где врач – это дефицит. А в американском Лас-Вегасе на одного врача приходится вообще 1600 человек. Это катастрофа. В Софии вы можете записаться к кардиологу на завтра или даже на сегодня. Да, западные больницы могут выглядеть как космические корабли, но какой в этом толк, если приема нужно ждать полгода или вообще туда не попасть? Не говоря уже о стоимости, которая может отличаться в разы. Бюджет города и инфраструктура. Где деньги? А теперь о том, почему София иногда выглядит не так богато, как могла бы. Если взглянуть на бюджет 2025 года, муниципальные расходы на одного жителя Софии составляют приблизительно 1100 евро в год. Кажется много? Давайте сравним. В Бургасе эта цифра почти 1500 евро, в Варне около 1340 евро. Получается парадокс. В богатой столице на одного жителя тратят меньше, чем в морских городах. Почему? Во-первых, эффект масштаба. Обслуживать миллионный город оптом дешевле. Во-вторых, туризм, Варна и Бургас получают сверхдоходы в сезон. Но главная причина – это структура расхода. София – это огромная, неповоротливая машина. Огромная часть денег, около 30%, уходит просто на проедание.
В первую очередь на зарплаты многотысячной армии чиновников в различных министерствах и ведомствах. Именно этот раздутый штат и их высокие оклады создают перекос в экономике, загоняя страну в долги. Далее идут зарплаты учителей, водителей, городского транспорта, отопление школ. На реальное строительство и развитие остается всего 23% бюджета. На каждый 1 евро, вложенный в стройку, город тратит 3,5 евро на зарплаты и обслуживание. Именно поэтому город меняется медленнее, чем бы нам хотелось. И именно поэтому так ценятся закрытые частные комплексы. Там инфраструктуру строит инвестор, не дожидаясь милости от бюджета. Если вы ищете город, где власть работает эффективно и быстро, наводит лоск, посмотрите на Бургас. Но если вам нужен масштаб экономики и зарплаты даже с учетом разбитых тротуаров, это София. Инфраструктура города полна контрастов и интересных деталей. В Софии 22 университета, множество школ и детсадов, что делает ее центром образования страны. Лайфстайл, еда, вода и спорт. Но жизнь в городе – это не только работа. Это еще и маленькие радости, например, вода. В самом центре Софии бьют горячие минеральные источники. Вода течет из кранов бесплатно, и любой желающий может набрать ее сколько угодно. Это уникальная фишка города. И, конечно, еда. Болгарская кухня – это много овощей и молочных продуктов. Знаменитый кисломляко, шопский салат и, конечно, баница на завтрак. Цены в ресторанах при этом все еще очень демократичные по сравнению с Западной Европой. Культура и шопинг. В Софии огромный спектр достопримечательностей. Храм-памятник Александра Невского, Национальный дворец культуры, пешеходный бульвар Витоша с кафе на открытом воздухе, парк Бориса Ваградина. Для любителей шопинга огромные моллы – Сердика, Парадайс, Ринг Молл. Кстати, удивило, что парковка в некоторых торговых центрах платная. После 2 часов простоя. Плюсы Софии. 10 плюсов Софии, о которых вам стоит знать. Первый. Вид на горы. Это восхитительно. Представьте, вы просыпаетесь, пьете кофе и видите заснеженные вершины из своего окна. Это заряжает энергией на весь день. Второе. Аэропорт Хаб. Отсюда летает больше всего рейсов по миру. Вам не нужно ехать в другой город, чтобы улететь в отпуск или командировку. Весь мир у вас на ладони. Третье. Уникальная география. 3 часа на машине, и вы в Греции. Местоположение таково, что до греческого побережья Эгейского моря ехать всего 3 часа. Представьте, в пятницу после работы сели в машину, а вечером вы уже ужинаете морепродуктами в Греции. Это здесь норма жизни. Четвертое. Безопасность. Мы уже говорили об этом. Здесь спокойно. Вы можете гулять вечером по центру или спальному району без страха. Пятое. Вода. Вода в кране мягкая, в отличие от Варны. Шестое. Чистота. На улицах здесь заметно чище, чем, например, в Варне. Седьмое. Огромный выбор жилья. Рынок недвижимости здесь самый большой в стране. Новостройки, старый фонд. Вы точно найдете квартиру под свой вкус и бюджет. Восьмое. Метро. Одно из лучших и безопасных в Европе. Чисто, красиво, никаких граффити и вандалов. Это гордость города, который реально экономит ваше время. Девятое. Доходы и карьера. Здесь самые высокие зарплаты по сравнению со всей Болгарией и максимальный выбор вакансий. Если вы хотите расти профессионально, вам сюда. Десятое. Сервис и доставка. Некоторые курьерские компании доставляют товар в этот же день. Утром заказали, вечером получили. Мелочь, а приятно. И это сильно упрощает быт. 10 минусов Софии. Теперь о том, что может вас разочаровать. 10 главных минусов Софии. Первый. Риск землетрясений. София находится в сейсмоактивной зоне. И хотя строят сейчас с учетом норм, чувство тревоги у многих присутствует. Второе. Зима. Она здесь настоящая, суровая, долгая. Если вы переезжаете ради тепла, то София вас огорчит. Снег, гололед и минус 15 – это норма. В отличие от мягкой зимы в Варне или Бургасе. Третье. Пробки и водители. Город задыхается в трафике. Агрессивная манера вождения и вечный дефицит парковок делает владение машиной постоянным стрессом. Четвертое. Перекрытие улиц. София – столица, и здесь постоянно проходят протесты, митинги или визиты делегаций. Центры не только могут перекрыть в самый неподходящий момент. Пятое. Огромное расстояние. Это не компактный курортный город. Чтобы добраться из спального района на работу или отвезти детей в хорошую школу, вы будете тратить по 1-2 часа в день на дорогу. Шестое. Перепады температур. Утром вы выходите в пуховике, плюс 5. А днем жалеете, что не надели футболку, плюс 24. Суточные колебания температур здесь очень резкие из-за горного климата. Седьмое. Загрязнение воздуха, смог. Это главная боль. Город расположен в котловине, словно в чаше, окруженной горами. Из-за этого здесь плохая естественная вентиляция. Зимой, когда частный сектор начинает топить углем и дровами, а машин становится больше, случается температурная инверсия. Холодный воздух прижимает вредные выбросы к земле, и над городом неделями висит плотный серый удушливый купол. Восьмой. Цены на аренду.
аренду. Жить здесь дорого. За ту цену, что вы отдадите за бабушкин вариант на окраине Софии, в Бургасе можно снять шикарную квартиру у моря. 9. Отсутствие моря. Как ни крути, но для многих Болгария – это пляж. В Софии моря нет, и даже до ближайшего озера или водохранилища нужно ехать. Летом в бетонном городе бывает душно. 10. Блеск и нищета. Блеск и нищета здесь всегда рядом. Вы можете идти по шикарному центру, свернуть за угол и попасть в разруху с разбитыми тротуарами и обшарпанными фасадами. И еще один момент, который бросается в глаза. Попрошайки. На светофорах, у магазинах, в переходах. Это часть столичной реальности, которую не скроешь. Кому София подойдет, а кому нет? Итак, первое. Карьеристам и тем, кто ищет возможности для старта в Болгарии. Если вам нужны деньги, рост и масштаб, вам сюда. Но здесь есть нюанс. Если ваша цель европейские зарплаты, то София может вас разочаровать. Средняя зарплата здесь 1730 евро, а в Берлине около 4500 евро. Но если вы выбрали Болгарию для жизни, то София – это единственный город, где можно построить серьезную карьеру международной компании. Это отличный трамплин. И важный нюанс. Без знания болгарского языка вы будете претендовать только на самые низкооплачиваемые позиции. И это не сказка, а реальность, к которой нужно быть готовым. Но откуда берется статистика средней зарплаты? Зарплата судьи, например, 9000 левов. И зарплата у уборщика 1400 левов. Складывается и делится на 2. А в Софии огромное количество чиновников и министерств с высокими окладами. Поэтому реально зарплата в бизнесе может отличаться от красивых отчетов статистики. Второе. Тем, кто ищет столичный ритм жизни с постоянной беготней. Третье. Студентам и семьям, для которых важен выбор школ и университетов. Четвертое. Любителям активного отдыха, гор. Они тут буквально под боком. И путешествий, аэропорт тоже рядом. Кому София, скорее всего, не подойдет? Первое. Тем, кто мечтает о море и расслабленной жизни. Вам лучше рассмотреть курортные города Несебр, Созополь или, как вариант, Варну и Бургас. Второе. Людям, чувствительным к экологии и смогу. Зима здесь может быть тяжелой для аллергиков. Третье. Тем, кто ненавидит пробки и агрессивный трафик. Без машины здесь можно, но ритм города давит. Четвертое. Фрилансерам, которым важна только тишина и дешевизна. В провинции жить дешевле и спокойнее. Пятое. Людям с пассивным доходом, пенсионерам, у которых нет своего жилья в столице. Аренда в Софии самая дорогая в Болгарии. Если ваш доход не зависит от места работы, нет смысла переплачивать за стены. В других городах на те же деньги вы позволите себе намного больше. Вывод. София – это город максимальных возможностей для заработка и карьеры в Болгарии, но и затраты на жизнь здесь выше, а ритм быстрее. У города есть свое лицо и атмосфера, но если у вас уже есть свой доход и вы цените экологию и чистый воздух, возможно, проживание в столице будет не совсем целесообразным. Выбор за вами. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!